Гражданина Груздева привезли. Товарищ подполковник, можно войти? Вошли уж. Что? Что это? Надя, 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 боже мой, какое несчастье. Ужас. Надя, Надя, Надя. Надя. Что? Почему вы на меня так смотрите? Как это так? Обыкновенно смотрю. Нет, вы смотрите, как будто меня подозреваете. Давайте не будем, гражданин. Давайте не будем отвлекаться. Не трогать. Скажите лучше, когда вы последний раз виделись с потерпевшей? Дней 10 назад. Где? Здесь. С какой целью? Мы разменивали квартиру, я привез новые варианты. Вот это надо уточнить. Иван Сергеевич, а вы никого не подозреваете? Для того, чтобы подозревать, нужны основания. У меня их нет. Может быть, есть человек, которому стоит повнимательнее присмотреться? Как вы думаете? К сожалению, в последнее время вокруг Ларисы таких людей было множество. Надя, я предупреждал. Вся эта жизнь вокруг Мельпомены до добра не доведет. Вы имеете в виду ее театральное окружение? А у вас как с жилплощади сейчас? Нормально? Ненормально, ненормально. Но это к делу отношения не имеет. Как знать, как знать. У вас оружие имеется? Нет. Может быть, я не подумал об этом. О чем вы не подумали? Неужели... У меня есть наградной пистолет. Это из него? Вы нашли его? Покажите, где он лежал. Вот. Его нет здесь. А когда вы его взяли? Я его не брал. Не брал, поверьте. Ну, хорошо, хорошо. А вот этот предмет вам знаком? Да. Это мои патроны. Гражданин Груздев, ваша жена курит? Вернее, курила? Но папиросы она курила? Нет, даже дыма не выносила, я на кухню выходил. Тогда как же вы объясните? Одну минуточку. Вы, гражданин Груздев, с другой живете. Позвольте адресочек. Я надеюсь, вы не собираетесь ее допрашивать? Поверьте, она никакого отношения не... Шарапов, запиши. Продиктуйте, пожалуйста. Лосинка. Бебеля 12. Я прошу вас только Я вас прошу не информировать нашу квартирную хозяйку. Нам там жить еще. Вы должны считаться с этим. Обещать пока ничего не могу. Следствие покажет. Вы меня извините. Жиглов,
В общем, я поехал. Как закончишь, прямо ко мне. Вы извините меня. Я сказал, не конечно, трогай. не специалист, но мне кажется, что вы слишком много внимания уделяете моей скромной персоне. А дело стоит, Да почему же вашей персоне? Разбираемся, как положено. что вы мне голову морочите. Вы подозреваете меня. Чушь какая. Курила, не курила. Пистолет мой. Сейчас окурки в ход пойдут. Да вы не волнуйтесь вы так, товарищ Груздев. Мы вас понимаем, можем даже сказать, сочувствуем, но и вы нас поймите. Мы ведь не от себя работаем, разберемся, гражданин. Шарапов, пойдем, я тебе указания дам. Вы не серчайте, Иван Сергеевич. Помогите вам лучше, товарищ, с вещами разобраться. Все ли на месте? Товарищ Груздев, постарайтесь вспомнить, где вы были вчера в 7 часов вечера. В 7 часов вечера вчера Да. я был дома. Дома. Я имею в виду в Лосинки. Вы напрасно теряете со мной время. Так, а следствие располагает данными, что вчера в 7 часов вечера вы были здесь. Перестаньте! Следствие. Вам бы только засадить человека, а кого не имеет значения. Напрасно вы так. Соседи видели вас в 7 часов. Зачем отпираться? Они меня видели не в 7 часов, а в 4. Да? Но в самом начале разговора вы сказали, что уже 10 дней здесь не были. Я не говорил этого. Как это не говорили? Я сказал, что Ларису не видел 10 дней. А вчера? И вчера не видел. Я ее дома не застал. Ну, а в Лосинке могут подтвердить, что вы вчера целый день были дома? Разумеется. Кто? Если на то пошло, и моя жена, и квартирная хозяйка. А они сейчас на месте. Надеюсь, куда им деться. Ну, хорошо. Квартиру нужно печатать. Заканчивайте здесь. Позвольте ключ, Иван Сергеевич. Ну? У меня нет ключей. И быть не могло. Постарайтесь понять, что порядочный человек не станет хранить у себя ключи от квартиры чужой ему женщины. Понимаете? Чужой, чужой. И снова напрасно вы так, Иван Сергеевич. Придется вам проехать с нами на Петровку 38. Уточнить кое-что. Прошу, гражданин. Ваня, заедете в прокуратуру за ордером на обыск. Потом дуйте в Лосинку. Переройте там все вверх дном, ищите все имеющее отношение, особенно письма, личные письма, понимаешь? Квартирную хозяйку и сожительницу допросите, что делал вчера по минутам целый день. Потом рысью обратно, ясно? Вот так. Ну, пошли. Проходите, прошу. Коля, заходи, присядь. К столу, пожалуйста. Присаживайтесь. Я попрошу вас как можно подробнее изложить историю вашей жизни с Ларисой Груздевой, также ваши соображения по поводу происшествия, ну и о ее знакомых, всех, кого знаете. Отдельно, пожалуйста, опишите весь ваш вчерашний день по часам и минутам, буквально. Моя жизнь с Ларисой – это мое личное дело. А что касается ее новых приятелей, то увольте меня, поищите других желающих писать на нее доносы. Послушайте, вы не доносчик, вы по делу свидетель, пока во всяком случае. И давать показания, интересующие следствие, обязаны. Поэтому пишите, что вам говорят. На чье имя писать и как сей документ озаглавить? Пишите
Пишите на имя начальника московской милиции. Вот. Немного же вы написали за все это время. Меня работа ждет. Я могу идти? Нет. Значится, я так понимаю, гражданин, что правда писать мы не захотели. А между прочим, зря, дело по-другому было. Враньем мы с вами только усугубляем, так сказать. Не сметь так со мной разговаривать! Я вам не жулик! Я слышал, что в вашем учреждении с ними обращаются довольно бесцеремонно. А я врач, я в конце концов... Я кандидат медицинских наук. Я буду жаловаться. Жаловаться? Ну, насчет жалоб я уже слышал, приходилось. А насчет жулика... Правда, вы не жулик. Вы человека убили. Да. Понял. Понял. По коням, ребята. Значится, так и запишем. Вы не жулик. Вы человека убили. Ты долго готовился? Что вы такое несете? Ну, утихомирься. Будь мужчиной. Раз попался, имей мужество сознаться. Оно к тому же еще и полезнее. Чистосердечное раскаяние смягчает вину, верно? Все эти басни – плод вашего воспаленного воображения. Я еще не знаю, как мне это доказать. Я что-то растерялся. Вы увидите, я еще... А он, оказывается, к тому же еще и упрямец. Вот протокол обыска у вас в Лосинке. Почерк Желтовской узнаете? Да, это ее рука. Читайте. Что за чертовщина? Какой пистолет? Какой... Вот этот самый. Узнаете? Я вас предупреждал. Как видите, доказательств хватит на 10. Рассказывайте. Да не волнуйся ты, Коля, сядь. Ну? Время идет, Иван Сергеевич. Не тяни, чего там? Я понимаю, это трудно. Но вы снимите грех с души. Снимите грех. Сразу же легче станет. Поверьте мне, я знаю. Вы знаете. Боже мой, какая чудовищная провокация! Я не убивал.
Не убивал! Не убивал я! Я вам всем заявляю, слышите, не убивал! Изверги! Ну-ну. Пиши, Шарапов. Принимая во внимание изощренность и особую тяжесть содеянного, а также учитывая, что, находясь на свободе, Иван Сергеевич Груздев может бежать от расследования и скрыться, избрать меры пресечения содержания под стражей. Здравствуйте. Иван Сергеевич, садитесь. Дежурный сказал, что вы хотите говорить со мной, так нет? Садитесь. Да, хотел. С вами или с кем-нибудь еще, мне все равно. С вами меньше, чем с кем бы то ни было. Ну, зачем вы так, Иван Сергеевич? Чем я-то лично вам досадил? Мы ведь все тут одним делом занимаемся. И я, Иван Шарапов, и следователь. Послушайте, вы перестаньте вашим словоблудием заниматься. Не надо, не надо. Делом вы занимаетесь. Не делом. То-то и оно, что не делом невинного человека в тюрьме держите. Ах, вот значится как. А я думал, заела человека совесть. Решил грех с души снять. А ты снова за старое, да? Ты мне не тычь! Сукин сын! Я взрослый человек, пожилой. Я гражданин советский, я буду жаловаться. Это, между прочим, не имеет значения, как называть на «ты» или на «вы». Суть дела не меняется. Ну, как бы то ни было, я с вами разговаривать не желаю. А я желаю. Я желаю услышать рассказ про соучастника убийства Фокса. Я желаю между вами соревнования устроить. Кто из вас больше и быстрее про кого расскажет. От этого на суде будет зависеть, кто из вас пойдет соучастником, а кто организатором преступления. Понятно излагаю? Мне известен, по книжкам, конечно, хорошо известен этот прием. Один следователь грубый и злой, а другой добрый и вежливый. Подследственный, естественно, психологически тянется к следователю доброму, в кавычках. Я понимаю, что я наивен, но... Я прошу, очень прошу вас, уйдите, уйдите, а? А вот с ним мы будем разговаривать. Добро. Ну что, Шарапов у нас сотрудник молодой, настырный. Я не возражаю. Только учтите вот что. Спасти свою жизнь можно только чистосердечным признанием и глубоким раскаянием. И про Фокса рассказать пока не поздно. Напрасно вы так, Иван Сергеевич. Вы же Глову совсем не знаете. Я пока еще в милиции человек новый. Опыта никакого. Но вот какая штука. Понимаете, когда я на фронте разведротой командовал, я любил к наблюдателю нового человека посылать. Старый ему видимую обстановку докладывал, а новый свежим глазом проверял. И представляете, очень удачно это порой получалось. У старого наблюдателя от целого дня напряженного всматривания глаз, что называется, замыливался. Он чего и не было замечал, а то, что вновь появлялось, не видел. Понимаете? Так вот, действительно, может быть, уже Глова в чем-то глаз замылился, да и характерами вы не сошлись прямо как кошка с собакой, черт подери. Вы поймите меня правильно, не собираюсь я из вас делать козла отпущения, но если виноваты, отвечать будете по закону. А нет, так идите, как говорится, с миром. Но я разобраться хочу. Понимаете, хочу разобраться.
Вы же не верите ни одному моему слову. Хорошо. И вы не верите? Давайте мы с вами будем опираться на факты и здравый смысл. На здравый смысл? Давайте попробуем. Давайте. Давайте. Тогда у меня к вам сразу вопрос. Я, собственно, здесь именно по этому поводу. Я слушаю. Мне предъявили заключение экспертизы, из которого следует, что из моего пистолета выстрелили нестандартной пулей. Так, нет? Так. Теперь. Во время осмотра в вашем присутствии в шкафу моем у Ларисы нашли пачку фирменных патронов «Боярд». У меня к вам вопрос как к военному человеку. Зачем же мне нужно было, если я совершал преступление, заряжать пистолет нестандартным патроном, если у меня были фирменные, рискуя, что в самый ответственный момент его заклинит, перекосит или что-нибудь в этом роде? Где же здравый смысл? Ответьте. Не можете ответить? Тогда я вам скажу. Убийца, настоящий убийца, не знал, где находятся фирменные патроны и зарядил пистолет первым попавшимся, приблизительно подходящим по размеру. Как вы этого не заметили? Это же ясно. Ну, допустим. Тогда как вы объясните, что мы нашли пистолет в вашей новой квартире? Вот вопрос. Вы ж наповал меня бьете этим вопросом. Да вы сядьте. Сядьте. Сяду. Но при желании можно ответить и на этот вопрос. Я уже сказал, не знаю. А вы ищите. Вот это ваше дело. Вы ищите. А мы ищем. И кое-что уже нашли. Поэтому товарищ Жеглов и спрашивал вас о Фоксе. Я не знаю никакого Фокса. Я уже сказал об этом. Если бы знал, я сообщил бы вам. Догадываюсь только, что у него, видимо, нашли какие-то вещи, Ларисы. Так? Нет? Так? Не совсем в точку попали, но, как говорили на фронте, действие ведете в верном направлении. Я курить очень хочу. Теперь. Важной уликой против меня вы считаете заявление моего соседа Липатникова, что он встретил меня на лестнице. Но я еще раз повторяю, он встретил меня в 4 часа, а не в 7. И Ларису я не видел. Поэтому написал ей записку. Я не знаю, как это доказать. Вы помогите мне. В конце концов, почему слова Липатникова правда, а мои нет? Однако ему вы верите безоговорочно, мне же не верите вовсе. Ваш сосед лицо не заинтересованное. Ну, допустим. Но он же человек. Errare humanum est. Человеку свойственно заблуждаться, это по латыни. Расспросите других соседей. Часы его проверьте. Может быть, они у него стояли. Хотя он говорит, может быть, были испорчены. Ну, что-нибудь делайте что-нибудь, не сидите сиднем. Жену мою еще раз расспросите. Сопоставьте ее показания с показаниями квартирной хозяйки. Вы поймите, в этом деле одно-два слова могут играть либо счастливую роль, либо роковую. Главная улика против меня, и улика действительно убийственная, этот злосчастный Боярд. Если предположить, что я не совершал преступления, следовательно, мне его подбросили. Убийцу подбросил. Тогда получается, что я его знал, так? Был такой китайский мудрец Конфуций, так вот он говорил: очень трудно искать в темной комнате черную кошку, особенно если там ее нет. Меня в этих уликах как будто нарочно запутали. Знаете, я себя всю жизнь считал человеком не глупым и практическим.
Но не могу я гоняться за неведомой тенью, особенно отсюда, из тюрьмы. Не могу искать черную кошку в темной комнате. И мне отсюда не вылезти. Слушайте, Шарапов, я все вижу. Ты хороший парень, ты пойми. Единственное, что может меня спасти, если ты найдешь настоящего убийцу. Я тебя прошу. Я тебя заклинаю. Ты ищи его. Галя! Не надо. Не надо, Галя, не надо. Здесь нельзя. Галя, не надо, не надо. Меня куда, в бутырку или... Иван Сергеевич. Дорогой Иван Сергеевич, я очень рад за вас. Мы нашли настоящего убийцу, вы свободны. Я поздравляю вас. Что у вас с лицом? В Астории поужинал. Да вы свободны, Иван Сергеевич. Шарапов, голубчик вы мой, милый вы мой, спасибо вам. Я верил в вас. Галя, да. Я с самого начала в него верил. Голубчик вы мой, если бы не вы, Галя, поблагодари его, Галя. Спасибо вам. Дело сложилось так. На чем говорить? Здравствуйте. Тут есть о чем поговорить. Я, как старший по должности, хочу извиниться перед вами и за себя, и за своих товарищей. Мы были неправы, подозревая вас. Извините. И поверьте, кто-то ответит за это. Спасибо. Пожалуйста, мы вас очень просим, не надо никого наказывать из-за нас. Всего вам доброго, товарищ Желтовская. Спасибо. Будьте счастливы. До свидания. Идем. Пойдем. Я сейчас. Шарапов. Я хочу тебе сказать. Ты извини меня за прямоту, но плохой человек твой Жеглов. Ты не подумай, это не потому, что он меня... Для него люди мусор. Зря вы так, Иван Сергеевич. Ты послушай меня. Я благодарен тебе, и я старше. Он через кого хочешь перешагнет. Доведется и через тебя тоже. Вот и вы уходите с ожесточенным сердцем, Иван Сергеевич. Вот и вы пытаетесь осудить, а ведь даже не знаете, чтобы вам сейчас уйти отсюда. 2 часа назад Жеглов рисковал жизнью под пулями. Ну, прощай.